Привет, друзья! Я тут поняла, что живу на Бали уже больше года, но до сих пор не выпустила ни одного видео отсюда. Пора исправляться. Добро пожаловать на канал Настя Сенс. Я живу на Бали и много путешествую по Азии. Подписывайтесь, у меня много всего красивого и интересного. Погнали! Сегодня мы отправимся на выходные в компании друзей на маленький островок вблизи Бали – Нуса Лимбанган. Добраться туда можно на лодке, самостоятельно купив билет на сайте. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Уже подплывая к острову, нас окружила лазурная вода, как из картинок Pinterest. И прикольно то, что на острове нет причала, и мы приплыли прямо на пляж, где купаются люди. Пришлось с лодки прям спускаться в воду. С друзьями мы прямо на месте арендовали байки. Сделать это очень просто. Там повсюду стоят люди и предлагают свои услуги. Главное — иметь наличные и не забыть поторговаться. И вот мы всей компанией мчим на байках впервые за эту поездку Beach Club. Все локации нашего маршрута я также оставлю в описании к видео. Мы ехали по узеньким, но очень приятным после Бали дорожкам. Сразу ощущается отсутствие людей и расслабленный вайб маленького тропического острова. Спустя где-то 10 минут мы приехали, и вот по такому зеленому коридору мы попадаем в наш первый бич-клаб. Мы тут же заказали еды и кокосы, а потом все плюхнулись в шикарный бассейн с видом на океан. Как вы поняли, компания у нас мультикультурная. Русские ребята, итальянцы, немец и французы. Общались мы все по-английски, и очень здорово, что все друг друга понимали, даже если объяснялись на пальцах. Живя за границей, кстати, я поняла, что главное в общении — это искреннее желание людей понять тебя и душевная теплота. Именно это рушит языковой барьер и вселяет уверенность. Нам очень повезло с компанией, и я безмерно благодарна ребятам за это. Мы почилили в бассейне, вдоволь нафоткались. Мне кажется, только ради фоток сюда можно заехать. Девочки поймут. Для меня же особым удовольствием было из бассейна смотреть на океан и слушать шум волн. Мы приехали в Beach Club на соседний остров, и здесь на самом деле так прикольно. Мы собрались целой компанией, впервые мы путешествуем не одни по Бали, ну и окрестностям. И здесь так красиво, просто посмотрите, здесь океан, целая территория с собственным пляжем, кафешечки разные, сейчас нас там ждет пицца. В общем, Beach Club рекомендую, если окажетесь на острове. Здесь эстетично все, даже туалеты в гавайском стиле с раковинами-ракушками. Красивый вид на океан, можно выйти прямо к нему или наблюдать за ним из бассейна. Плюс очень вкусная пицца. Идеально. Мы снова прыгнули на байки и отправились к невероятно красивому пляжу, название которого полностью отражает его суть — Dream Beach. Мы увидели его сверху, а затем по каменной лестнице спустились вниз к пляжу. Волны были сильные, но это придавало еще больше атмосферы пляжу. В такие моменты я вспоминаю, как когда-то я только мечтала увидеть песчаный пляж, и мне не верится, что сейчас это часть моей жизни, и моя мечта исполнилась. Мы сейчас находимся на пляже, который называется Dream Beach. И он, правда, просто настолько красивый. Здесь, правда, волны большие. Волны бьют тебя камнями по ногам, если ты заходишь глубже. Но, несмотря на это, он очень красивый. У нас здесь сейчас немного времени, потому что мы ждем, когда вернутся ребята, и мы поедем на еще какую-то локацию. Но пока я здесь, я уже пофоткалась, и я стою, кайфую. Вода очень приятная, очень теплая, греет солнышко, вода лазурная, господи, это действительно Dream Beach. Я очень надеюсь, что меня слышно, потому что здесь, конечно, очень сильный шум волн, и волны гигантские, они реально больше меня. Вот только что меня камнем по ноге ударило. В итоге все решили остаться на этом пляже и поплавать в океане. И это было очень кайфово. Я сейчас вся насквозь мокрая и в песке, потому что мы только что в этих огромных волнах ныряли. Волны реально супер большие, они буквально с ног сбивали тебя. Я, по-моему, даже ногу повредила пару раз. Но это такой прикольный кайф, как в детстве, когда ты видишь волну, и ты просто в нее так ныряешь. Ну или как Вова пытаешься сверху этой волны оказаться, типа оседлать эту волну. Но, конечно, да, это сразу чувствуется, что это очень опасно, потому что волны намного сильнее, чем ты, они реально больше твоего роста. И чуть что, они тебя просто с ног сбивают, вообще в кубаре вот так закручивают. И либо тебя обратно в океан уносят, либо на берег выкидывают, и ты просто кубарем по песку, по камням катишься. Конечно, жестко, нужно уметь с ними обращаться, иначе очень опасно. Но все равно очень кайфово. После пляжа нам нужно было добраться до виллы на другой части острова. И единственный мост туда оказался красивым, но и одновременно очень страшным. Особенно для водителей.
Мы заселились на виллу. Это целая территория с маленьким бунгало для каждого. И общей кухней, бассейном, и смотровой площадкой, с которой открывается шикарный вид прямо на океан. Устрою небольшой тур по нашей вилле. Здесь несколько вот таких домиков, как раз-таки на всю нашу компанию. И сейчас я проведу вас в наш домик. Сразу, когда мы входим, мы видим гигантскую просто постель. Она такая высокая. Наверное, по видео непонятно, но она мне буквально по пояс. С таким потрясающим красивым балдахином, который, наверное, скорее играет не эстетическую функцию, а функцию защиты от всяких насекомых, мошкары, потому что на Бали, конечно, это необходимая вещь, особенно на таких диких островах, как этот. Здесь не смотреть, мы уже разбросали наши вещи. Я надеюсь, я не одна такая, кто так же делает, как только заходит домой. Я еще не успела переодеться в обычную одежду, поэтому я сейчас пойду в душ как раз, потом переоденусь и уже продолжим наше путешествие по этому острову. Я думаю, мы немножечко отдохнем и потом найдем какой-нибудь бич-клаб и поедем тусить туда. Теперь идем в нашу ванную, которая практически находится на улице. Это, конечно, очень интересно. Здесь спускаешься по ступенькам. Сразу вот такое красивое зеркало. Мне очень нравится такой стиль. Раковина вообще шикарная. Посмотрите, это цельный брусок дерева, вот так отполированный, очень красиво. У каждого домика есть своя верандочка, утопающая в зелени. Посмотрите, какая красота. Так уютно сразу на душе, как у бабушки в деревне. Такие дорожки соединяют все домики, а вокруг все утопает в зелени. Так, ну, собственно, от нашего домика давайте пройдем, я покажу остальную часть виллы. Сейчас мы выйдем на общую кухню. Она, конечно, просто гигантская. Я надеюсь, меня слышно поверх этой музыки, но если что, я вставлю субтитры. Ребята уже начали подготавливать все для коктейлей. Итальянец включил вайбовую музыку, а я все больше и больше расслаблялась. За рутиной работы, постоянного планирования и всяких забот я забываю, каково это — отпустить контроль и хотя бы на один вечер просто расслабиться, насладиться атмосферой, танцевать и веселиться. Мне, как человеку с гиперконтролем, все это очень тяжело дается, и поэтому я особенно ценю такие моменты, как этот. Ах, да, еще мы нашли гамак прямо возле нашего домика. Тем временем солнце постепенно садилось, все вокруг озарялось золотистым светом, а ребята уже были немного навеселе. И в этот момент мы поспешили на закат в новый бич-клаб, который удачно находился в 10 минутах пешком от нашей виллы, потому что на байке садиться уже никому было нельзя. И, боже, друзья, какой же красивый был оттуда вид! У меня было стойкое ощущение, что меня перенесли в одну из моих сохраненок на Pinterest. На тот момент это был самый красивый бич-клаб в моей жизни. Спустя пару месяцев мы попали в еще более классный бич-клаб, но об этом я уже расскажу в новом видео. Чтобы спуститься вниз, нужно было внести депозит на еду и напитки, поэтому мы заказали пару коктейлей и что-то перекусить. А потом мы, конечно же, отправились вниз. Знаете, когда я себе представляла Бали, вечеринки на закате и бич-клабы, у меня в голове была именно такая картинка. Здесь очень атмосферно. Играет диджей, красивый бассейн с розовыми фламинго, а на фоне шумит океан, и происходит нереально красивый закат. Незаметно для нас стемнело, включилась подсветка, а небо стало еще красивее, если это, конечно, возможно. Внизу зажгли огромный костер, и мы пошли танцевать. В этот момент неожиданно исполнилась еще одна картинка из моих фантазий. Пляжная вечеринка с диджеем ночью у костра. Настроение было офигенное. В небе светила луна, а в ночном небе вдали я видела огни острова Бали. На этом наш сказочный день закончился, и мы пошли домой отдыхать. А ребята погнали тусить в другой бич-клаб. Утро доброе. Нас встречает сразу вид на гамак. Доброе утро, друзья! Мы проснулись раньше всех. Мы так рано привыкли просыпаться, а ребята, они еще поехали куда-то в какой-то клуб тусить на другую часть острова. Поэтому, скорее всего, они вернулись очень поздно. И
Сейчас они будут дрыхнуть до последнего, я думаю. Мы уже тем временем позавтракали. Вова даже успел уже поплавать в бассейне. Я не стала, потому что для меня вода, конечно, слишком холодная, и я так не могу. Как вы заметили, мы вчера очень сильно сгорели. Я просто красная, как помидор. Хотя я мазалась SPF 50, и все равно ничего не помогло. То есть здесь солнце настолько ядерное, что хоть машь, хоть не машь, все равно ты сгораешь. Но, конечно, мазать все равно надо, потому что я не представляю, что было бы, если бы я не намазала лицо. Мне кажется, у меня кожа просто сразу начала послезать. Вова вон пришел себе делать кофеек, и я себе уже сделала чай. Мы сейчас собираемся, пока никто не проснулся, успеть немного поработать. Я сейчас на финальном этапе монтажа видео из Куала-Лумпура. Вот я надеюсь, что буквально на днях она уже выйдет. Ну, для вас она уже вышла. Вот. Так что надо последние штрихи внести, поставить на рендер, и уже можно будет грузить. А потом, когда все проснутся, я думаю, все позавтракают, и мы куда-нибудь поедем, наверное, в какой-нибудь снова бич-клаб, или, может быть, на какой-нибудь красивый пляж, а потом на катере обратно поедем на Бали домой. У нас даже на входе есть такой прудик с рыбками. Правда, совсем маленькими рыбками, но все равно очень красиво. Они же скоро вырастут. Вон, кстати, есть покрупнее. Так прикольно. Когда все проснулись и позавтракали, мы собрали вещи, попрощались с виллой и отправились дальше исследовать остров. И ребята нас привезли в еще одно просто крышесносное место. Друзья, перед вами голубая лагуна. И мне кажется, что это место даже красивее, чем тот пляж в первый день. Вы посмотрите только на цвет воды. Никакие фильтры не нужны. Вода нереально красивого цвета прямо вживую. Вновь по этому мосту мы перебрались на другую сторону острова. И тут уже мы с ребятами разделились. У нас было несколько часов до катера домой, и наши друзья пошли плавать и загорать, а мы с Вовой сели в уютную прибрежную кафешку недалеко от порта. Здесь, как и на Бали, мы часто встречали собак, но тут они уже вроде немного поупитанней. И да, ребят, эти выходные у нас явно получились праздником живота. Но, честно говоря, бургер был очень вкусный. Сама кафешка оказалась бич-клабом. Я прошла дальше по ресторану и случайно попала в красивую зону с бассейнами, но, правда, с не самой чистой водой. А чуть дальше была еще одна зона с более уединенной атмосферой, где вообще не было народу. Но мне захотелось изучить окрестности, поэтому я оставила Вову и пошла гулять вдоль пляжа одна. Поскольку мы оба работаем удаленно, у нас редко получается оказываться наедине с собой. Поэтому я наслаждалась этим внезапным моментом одиночества, слушала шум волн, чувствовала теплый песок под ногами и позволила мыслям течь свободно, без спешки и чужих слов. В такие минуты кажется, что весь мир замер, давая тебе возможность просто побыть здесь и сейчас. Я даже решилась окунуться в океан, хотя вода здесь была попрохладнее, чем обычно. Еще весь пляж был завален кораллами и разными ракушками. Вот это все — это не камни, а разные морские раковины. И в большинстве своем разбитые, но иногда целые и очень красивые. Я забрала Вову из кафе, и мы пошли регистрироваться на катер. Все, мы поели, прогулялись немножечко по пляжу и уже получили даже наши бейджики. Это пропускной на нашу яхту, которая повезет нас обратно домой. Здесь так прикольно, чтобы вы не потерялись. У каждой яхты свой цвет веревочек, и вы как такие баранчики со своим нужным цветом идете за своей толпой, чтобы не потеряться. В общем, мы пытаемся еще как-то скоротать сейчас время, потому что у нас еще 40 минут до отправления. Это, конечно, тяжело. На солнце, в кафе уже устал сидеть, хочется поспать, лечь. Работать невозможно, потому что у нас ноутбуки разрядились. Так что просто здесь ходим, бродим на солнышке, греемся. Лишь бы не сгореть еще больше, надеемся. Но, ребятки, в любом случае хочу сказать, что если вы будете на Бали, обязательно стоит покататься по ближайшим островам. Мы уже были и на Нуса-Пениде, и сейчас на Нуса-Ленгбоган, или как так называется остров. И они действительно намного красивее, чем сам Бали. У них есть дикие красивые пляжи, которых на Бали сложно найти. Там, конечно, это может сравниться с пляжем Улувату, но в любом случае атмосфера этих маленьких городочков именно на этих островах, она совершенно другая. Такое ощущение, что
это какой-то Санторини, вот как итальянец наш сравнил, сказал, что очень похоже. Такая именно атмосфера маленького острова, полудикого, очень красивого, с бирюзовой, просто нереально красивой водой. Так что да, ребят, берите на заметку и путешествуйте именно на маленькие острова. И тут опять сердечко замерло от этого вида с причала. Вдали это виднеется Бали со знаменитыми вулканами Агунг и Батур. Мы, кстати, на этот вулкан поднялись, и в будущих видео вы обязательно все это увидите. Зашли просто в очередную кафешку взять кофе и милкшейк обычный, и здесь снова 2 бассейна. Как Вова говорит, такое ощущение, что здесь просто меряются количеством бассейнов. Я не знаю, их размером, какой-то крутостью, потому что здесь реально в каждом доме, в каждом районе, в каждом уголочке есть бассейн. Это так прикольно. Ну, это реально прикольно. И, видимо, здесь это не какая-то роскошь или там что-то такое излишество, а просто обычная радость жизни, как у нас, не знаю, туалет. Потому что, да, конечно, очень жарко и очень кайфово, когда после такой жары ты окунаешься в прохладную водичку. Собственно, вот о чем я говорю. Раз бассейн и 2 бассейна сразу с видом на океан. Это, кстати, наша яхта стоит. Мы поплыли обратно домой, и тут я поняла, что мы плывем в шторм. Уже у берега лодку шатало так сильно, что по ощущениям еще чуть-чуть, и мы бы окном зачерпнули бы воды. Я понимаю, что камера не передаст того, что сейчас происходит, но мы едем в лодке, которая просто сквозь волны, я не знаю, летит на бешеной скорости. Нас трясет, мы просто по волнам срезаем эти волны, падаем, дно трещит по швам. Короче, вообще трэш, конечно. Надеюсь, вы получили удовольствие от видео. Я благодарю вас за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Мне будет очень приятно. И скоро увидимся. С любовью. Ваша Настя Санс.